Друзья, буквально вот только появилась интересная активность в проекте Polyhedra Network, который вы наверняка знаете. Это NFT-бридж, который совершает бриджи в Layer Zero. В него занесли 25 миллионов, причем здесь у нас есть Binance Labs, а значит листинг на Binance вполне очевиден. Если раньше я не обращал внимания на активности, потому что они были из разряда Galaxy, подписаться там на Twitter, что-то сделать, и это делали очень много людей, вот 155 тысяч, и в среднем на эти задания так от 100 до 200 тысяч, то сейчас появилась довольно-таки сложная объемная работа, за которую можно получить уникальную NFT-шку под названием Panda King. Для этого нужно сминтить целых 25 NFT-шек Pand, потом их сбриджить в разные сети, соответственно, нам нужно повзаимодействовать с самыми разными сетями, пополнить их комиссиями, и причем это нужно успеть до 20 числа, остается 12 дней. Соответственно, такую довольно-таки уникальную активность выполнят не так много людей, а значит, вероятнее всего, airdrop будет вполне себе нормальный. Я ожидаю где-то, ну, в пределах от 100 до 500 долларов на один аккаунт. Конечно, это же зависит от того, насколько щедрым будет проект и тому подобное. Но здесь есть очевидный листинг на Binance, и эту уникальную NFT-шку получить не так уж просто. Я думаю, будет примерно там 20 тысяч человек, которые успеют ее сделать, и мы в том числе. Все сайты, в которых нам нужно произвести действие, я расписал в посте в своем телеграм-канале, ссылочка на который будет в описании. В первую очередь открываю языка Bridge, раздел с пандами, и мы здесь видим панду, их по 6 штук в каждой сети. Все их нам нужно склеймить сразу. Вот мы видим в BNB сети 6, в Polygon 6, в CoreDAO 6 и в Celo 6. Соответственно, нам нужно изначально пополнить свои сети комиссиями. Выводим, значит, BNB, Matic, Core и Celo. Кроме этого, нам нужно будет позже еще пополнить тестовым OP BNB и Combo. Их мы можем получить сразу BNB в кране, а после этого с помощью моста бриджить с тестового в BNB в данные два токена. Но об этом попозже. Первым делом я пополнил с биржи вот этими токенами и дальше начинаю минтить эти NFT-шки. Нажимаю в BNB сети один раз, подтверждаю в MetaMask, жду, и после этого еще 5 раз то же самое. Закрываю это окошко, возвращаюсь сюда и нажимаю еще раз. Теперь CoreDAO и Celo. После этого переходим на страничку Panda King, ссылочку на которую я также оставил в посте, и обновляем. Дело в том, что после минта уже по одной панде находится в нужной нам сети, и нам ее не нужно никуда перебрасывать. То есть мы видим, что вот в BNB вот эта панда уже находится, а мы должны перебросить их тут 6 штук, перебросить по одной во все остальные. Точно так же Polygon и вот эти. Занимаемся этим, переходим на страничку ZK Bridge в раздел ZK NFT, и здесь в трансфер первым делом выбираем BNB, то есть откуда мы будем отправлять, импортируем наши NFT-шки. То есть сейчас здесь отражаются все с BNB сминченные. Нажимаю Confirm, Next, и здесь выбираю сеть, в которую мы будем перебрасывать. Связки, в какие сети перебрасывать, я точно так же описал в посте. Сейчас у нас BSK, и перебрасываем первым делом в OP BNB. Next. Придется сейчас снизить OP BNB. И дальше нам необходимо будет склеймить эту NFT-шку уже в сети OP BNB. И как я говорил в начале, для этого нам понадобится воспользоваться краном, и дальше вставляю свой адрес, на который нужно запросить тестовое BNB. У меня, к сожалению, сейчас кран не сработал, поэтому я перекинул тестовое BNB своего другого аккаунта. Теперь я перехожу на следующий сайт, где непосредственно мы будем запрашивать OP BNB, точнее бриджить обычное тестовое BNB на OP BNB. Я добавляю автоматически сеть тестового BNB, вижу, что у меня он уже здесь есть.
И пусть я буду использовать половину от этого в данную сеть, потому что другую половину мы сейчас забриджим в другую тестовую сеть, которая нам также понадобится. Перехожу в этот самый второй бридж, который называется Combo. Собственно, именно в эту сеть мы также будем делать переводы. Подключаюсь и оставшиеся BNB перевожу в Combo Testnet. Возвращаюсь в ZK Bridge, и теперь я могу заклеймить свою NFT-шку в OP.BNB. Нажимаю трансфер остальные NFT-шки, и теперь точно так же продолжаю, выбираю сразу BNB сеть, переключаюсь, импортирую следующую NFT-шку, Confirm, дальше Next, и выбираю в следующую сеть, которую буду переводить Polygon. Next, Approve и так далее. И я не буду повторяться, точно так же мы продолжаем с переводом в Mantle, Combo, Core, Celo. Только дело в том, что у нас не хватит NFT-шек, потому что, если вы обратите внимание, здесь одинаковых NFT-шек всего 7, а сминтить мы смогли 6. Получается, одна у нас уже здесь есть, остальные, если мы раскидаем, то получается одна у нас как бы недостающая. И вот эту одну недостающую мы сможем купить на любом маркетплейсе, который я оставил в описании. Но дело в том, что нам не нужно покупать их, скажем, 4 в маркетплейсе. Достаточно будет одной, потому что при этом у нас уже наберется всего 25 этих панд. Здесь их всего 28. Нам не нужны они все. Для получения легендарного NFT-шки достаточно набрать 25. Вот как вы видите здесь. Не вижу смысла вам демонстрировать, как производить обмены с остальных сетей, таких как Polygon, CoreDAO и Celo. То же самое, что и в BNB. Необходимые маршруты я расписал в своем телеграм-канале, если что. Единственное замечание, что в случае CoreDAO и Celo мы не сможем поменять сразу на все необходимые сети. Например, для того, чтобы поменять Score в Mantle или Celo, нам нужно использовать двойной маршрут. Сразу меняем Score в BNB или Polygon, а потом уже в Mantle и Celo. И точно так же в случае Celo. Сразу меняем с Celo в BNB или Polygon, а потом в Mante или CoreDAO. После того, как вы поразбрасываете все NFT-шки, у вас с этого списка загорятся 24, и нам понадобится еще достать одну NFT-шку, чтобы было 25 для получения легендарного NFT. Как я уже говорил, можно купить на маркетплейсе, ссылочку на которую я оставлю, или же бриджануть себе с другого аккаунта. Пока что Mint Panda King, как видите, здесь недоступен, поэтому ожидаем. А за такое крутое и быстрое руководство ставьте обязательно лайки и пишите комментарии. Это реально будет меня мотивировать делать таких качественных видосов больше. Всем всего хорошего, до скорых встреч!